Здравствуйте, мои дорогие друзья и подписчики, а также гости моего канала. Как и обещала, сегодня для вас еще одна прогулка по Парижу. В конце видео я вам расскажу интересные факты о Париже, о чем вы никогда не знали и не догадывались, поэтому досмотрите мое видео до конца. И начнем мы наше путешествие с Триумфальной арки, которая находится на площади Шарля де Голля. Возле Триумфальной арки всегда очень много туристов. Это и понятно, всем интересно посмотреть на символ Парижа. И не только посмотреть, но и сфотографироваться. Туристам также можно подняться на смотровую площадку, где открывается прекраснейший вид на Париж. И, конечно же, несколько исторических фактов о самой Триумфальной арке. Проект арки в древнеримском стиле был разработан по распоряжению Наполеона Бонапарта во знаменовании его побед. Сам же Наполеон не дожил до окончания строительства. Однако в 1840 году траурный кортедж с прахом Наполеона, доставленный с острова Святой Елены, проехал под Триумфальной аркой. На самой Триумфальной арке вы видите барельефы скульптора Жанна Жака Прадье. Каждый из барельефов обозначает ту или иную победу в сражениях. И, наконец, нужно добавить, что 28 января 1921 года под сводами арки были погребены останки неизвестного солдата, то есть тех солдат, которые погибли в Первую мировую войну. Чьи же имена высечены под сводами Триумфальной арки, спросите вы? Как говорят исторические факты, это имена 660 французских военачальников, которые служили Франции с 1792 по 1815 год. И вот уже Триумфальная арка у нас позади, и мы спускаемся вниз по авеню де Шамс-Элизе или по улице Елисейские поля. И вдруг, как бы неожиданно для себя, мы попадаем в центр парижской моды, так как по правую сторону находятся магазины Dior, Louis Vuitton, Chanel и другие фирменные магазины. Как мы знаем, Париж – это столица моды и самый популярный для шопинга город во Франции. Франция наравне с Италией считается законодательницей высокой моды, поэтому любители стильной одежды приезжают в Париж не только из городов Европы, но и из Америки. В Париже насчитывается 17 тысяч бутиков, и дважды в год, зимой и летом, магазины устраивают распродажи со скидками в 70%. Любителям моды можно еще посетить городской музей моды и костюма, который насчитывает более 70 тысяч экспонатов. В коллекциях костюмы 18, 19, 20 века. На выставках музея можно увидеть, как развивалась мода в течение 300 лет. Спускаясь вниз по улице от Триумфальной арки, по правую сторону мы видим два прекраснейших дворца – Гранд-Пале и Пети-Пале. Расположенные между Сенной и Елисейскими полями, маленький и большой дворец были построены Шарлем Жиро для Всемирной выставки 1900 года вместе с мостом Александра III. С 1902 года Малый дворец стал музеем изящных искусств для размещения богатых коллекций Парижа. Коллекции предполагают широкую художественную панораму от античности до начала XX века. В Малом дворце выставлены скульптуры, мебель, гобелены, полотна французских художников. Здание Гранд-Пале изначально предназначалось для принятия официальных и культурных мероприятий столицы.
Однако со временем здесь были размещены музеи. В западном крыле музей изобретений и новаторских находок, а в северной части художественная галерея. На самом здании вы видите аллегорические статуи, которые обозначают бессмертие, опережающее время, и гармония, торжествующая над раздором. Мост Александра III, перекинутый через Сену между Домом инвалидов и Елисейскими полями, был заложен во знаменование Франко-Русского союза императором Николаем II в октябре 1896 года и назван в честь его отца, императора Александра III. Возведен мост за 4 года и открылся накануне все той же Всемирной выставки 1900 года. По сторонам от въезда на мост возвышаются 17-метровые фонарные столбы, над которыми парят бронзовые фигуры, символизирующие науку, искусство и промышленность. Сразу за мостом вдалеке вы наблюдаете так называемый Дом инвалидов. Он был построен по приказу Людовика XIV. Комплекс был возведен для ветеранов, отдавших здоровье за Францию. В Доме инвалидов работает 4 музея, а в усыпальнице собора похоронен сам Наполеон Бонапарт и генералы его армии. Сегодня мы не пойдем смотреть Дом инвалидов, а направимся вдоль набережной реки Сены. Пройдемся с вами по правому берегу, противоположному Лувру. Что интересного можно здесь увидеть? Возле моста, названного в честь французско-сенгальского деятеля Леопольда Седара Сенгора, стоит памятник Томасу Джефферсону, видному политическому деятелю и бывшему американскому послу во Франции. Почему-то французы решили объединить 2 политических деятелей одним мостом. Еще один прекрасный музей расположен по эту сторону Сены. Это всем известный музей Орсе, который был открыт в 1986 году и расположен на территории бывшего железнодорожного вокзала, построенного по случаю все той же Всемирной выставки 1900 года. А мы путешествуем дальше, и впереди нас не менее интересный мост, который называется «Мост искусств». Это первый железный мост Парижа через реку Сену, ныне он пешеходный, соединяет Институт Франции и квадратный двор Луврского дворца. Мост стал источником вдохновения не только для художников, режиссеров, фотографов. Тысячи счастливых пар замыкают замки своей любви и бросают ключи в Сену. Однако в последнее время существуют запреты на вывешивание замков. После реконструкции моста замков уже я, к сожалению, не увидела. Итак, прогуливаясь по набережной, мы с вами вышли к фонтану Сен-Мишель. Сейчас в центре вы видите архангела Михаила, поражающего самого дьявола, который лежит у его ног. Слева и справа вода стекает из пасти 2 крылатых химер. Несмотря на то, что многие раскритиковали фонтан, все же фонтан стал одним из символов латинского квартала, и у его подножия часто отдыхают студенты. А мы движемся дальше, проходим через мост Сен-Мишель, идем по бульвару Пале, направляясь к замку Консьержери. История замка начинается с началом строительства самого Парижа. Несколько веков замок служил королевским дворцом, а затем королевская резиденция при Карле V была перенесена в Лувр, а замок король доверил в управление консьержу, отсюда и его название. Однако с XIV века
дворец приобрел официальный статус тюрьмы. Среди самых знаменитых узников Мария Антуанетта и Робеспьер. С 1914 года, частично сохранив функции Дворца правосудия, замок открылся в качестве музея. Сейчас вы видите одни из самых старинных часов Парижа, а фигуры, которые находятся с обеих сторон циферблата, обозначают закон и справедливость. Эти часы, как изюминка на замке консьержери, и очень привлекают туристов. Однако еще более интересна для посетителей часовня Сен-Шапель, которая находится рядом с замком. Желающих посмотреть эту уникальную достопримечательность очень много, и сколько бы я раз не приезжала в Париж, здесь всегда огромная очередь. Часовня была задумана Людовиком IX, святым, как место хранения священных реликвий при королевском дворце. Для святынь срочно потребовалось достойное помещение. Главной святыней был терновый венец Иисуса Христа, который позже передали в собор Парижской Богоматери. Главным же украшением капеллы или часовни есть необычайной красоты витражи. Их площадь 600 метров квадратных. Среди них сохранились и подлинные витражи XIII века. Здесь же, на острове Сите, находится еще один символ Парижа, и не только Парижа, а и всей Франции – Нотр-Дам-де-Пари, к которому мы с вами и приближаемся. Собор строили почти 2 века. Начало строительства собора датируется 1163 годом. Основателями собора считаются Людовик VII и папа Александр III. Собор с его великолепным внутренним убранством служил в течение многих веков местом проведения королевских бракосочетаний, императорских коронаций и национальных похорон. Однако собор вместе с Францией перенес множество потрясений. Так, после Великой Французской революции собор хотели снести, однако основная масса парижан была против. И, конечно же, мы все хорошо помним о той трагедии, которая произошла с собором 15 апреля 2019 года, когда случился страшный пожар, в результате которого упала крыша собора и его шпиль. Основные реликвии, которые находились в соборе, были спасены, и это случилось благодаря священнику Жану Марку Фурнье, который вместе с пожарными вошел в горящий храм и вынес оттуда терновый венец и другие ценные реликвии. На данный момент мы можем судить о том, каким прекрасным был собор до пожара, но каким он будет после реставрации, пока никто не знает. Как говорят эксперты, на полное восстановление собора необходима сумма в 1 миллиард евро. И, наконец, последняя достопримечательность, которую мы сегодня с вами посмотрим, это мэрия Парижа, городской дворец Отель де Виль. Здесь очень часто проходят различные концерты и мероприятия. Вы как раз наблюдаете установление сцены. К этому нужно добавить, что на данный момент мэром Парижа является Ан Идальго. Это первая женщина в истории, занявшая этот пост, член социалистической партии, пребывает на посту с 2014 года. И в конце, как и обещала, несколько интересных фактов о Париже. Королевский парк возле Лувра был открыт для горожан в 1667 году благодаря известному сказочнику Шарлю Перро, который сумел убедить короля. Терновый венец Христа был куплен Людовиком Святым
у императора Константинополя за баснословную по тем временам сумму 135 тысяч ливров, а часовню Сен-Шапель построили всего за 40 тысяч ливров. На данный момент из коллекции Людовика Святого осталось всего 3 реликвии: терновый венец Иисуса, фрагмент Христа, на котором был распят Иисус, и гвоздь. Сейчас, во время реставрации собора Парижской Богоматери, все реликвии хранятся в мэрии Парижа. Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», написанный и изданный в 1831 году, послужил толчком к восстановлению собора. Фильм «Код да Винчи», снятый в Лувре и на улицах Парижа, наиболее полно передает атмосферу Лувра. Разноцветное печенье макарон, которое продается в кондитерской на Елисейских полях, самое дорогое в мире. Стоимость печенья $7000 за килограмм. Рецепт придуман еще в XVI веке к свадьбе Екатерины Медичи и Генриха II. И, наконец, длинный батон с хрустящей корочкой, багет, придуман также пекарями Парижа. И мы заканчиваем сегодня интересную и увлекательную экскурсию по Парижу. Не забывайте, пожалуйста, за мою работу ставить лайки, писать комментарии, распространять это видео своим друзьям и знакомым. И до новых встреч на моем канале. С вами была Светлана.